Это третья часть длинного видео. Я специально разделил его на 3 части, зная то, что вы не смотрите и не можете осилить более 30 минут просмотра видео. Сегодня я расскажу вам про мое видение по биткоину и покажу старое видео. 6 дней назад постил я это видео, вот это, кто пампит криптовалюту SUS. И также я там свою идею по биткоину изложил. Послушайте. Поэтому по поводу биткоина я все-таки ожидаю скорую коррекцию. И, допустим, если мы выйдем на уровень 66 тысяч, мы, возможно, откатимся на процентов 15. Или же откатимся с этой зоны на процентов где-то 15. То есть это будет вот эта зона 50. Также максимально, я думаю, что если откат будет более сильный, то это 25%. То есть от этого 25 или ниже, где-то зона 45 тысяч. Итак, 6 дней назад я рассказал вам информацию. Итак, получается, что мы еще не доупали до вот этого уровня, о котором я говорил. Но я думаю, что, возможно, вот это будет наша поддержка. Еще примерно вот эта зона будет являться поддержкой. Если идем сюда, то, возможно, и пробиваем, возможно, мы придем как раз на минус 15%, о которых я говорил. Если все усугубится еще, то есть будет паника на рынке или какие-то еще вещи, которые обычно постят, не буду говорить, кто постил, про то, что мы не принимаем биткоины, то мы принимаем биткоины, то мы одобряем биткоин, то не одобряем, и эти все волнения на рынке, конечно же, реагируют ценовым колебанием биткоина. Итак, у нас биткоин торгуется в районе 59 630 и 61 780. Это его зона проторговки. Также, если вы обратили внимание, у нас был такой канал, с которого он вышел и пошел вниз. На 1 час, давайте посмотрим 4 часа. То, что я начертил, я думаю, что если мы пойдем ниже этой линии, мы пойдем вниз, таким образом. Если мы отскочим от этой линии, мы пойдем вверх. Здесь у нас будет зона сопротивления, возможный небольшой откат в середину и дальнейшее пробитие и рост. Но это все локально, потому что глобально я вам указал, что я думаю, что я жду. То есть это снижение на 15% в общем объеме, да, с 66 я тогда говорил. И если сильные продажи будут, то в район 48-49 тысяч, это минус 25%. То есть на данный момент мы хорошо выросли с этого времени, да, с 29 сентября мы хорошо росли, и здесь вот как раз идет фиксация прибыли и заход новых покупателей. Насколько будет хороший новостной фон и насколько будет все позитивно, что покупателей, скажем так, их будет много, и они будут поддерживать цену биткоина, веря в то, что он пойдет выше. Поэтому вот такая вот ситуация, да, локально я жду, что приход к этой зоне и возможный отскок вверх не намного до зоны 61 700. Отсюда нужно смотреть, либо мы пробиваем ее, либо мы идем вниз. Многие сейчас видят рост шибы, но ее, скажем, сладкая цена была в районе 592-850, где мы скупили ее, и цена пропампилась на хороший процент. Я рассказывал в прошлых видео про нашу торговлю с этой криптовалютой от 490 и сейчас 540%. Но помните, что на рынке, где очень большой рост криптовалюты, и где вы видите, что есть интерес к этой валюте, без особого, знаете, там, особого ценного проекта, то будьте готовы к большим минусам. Да, мы видим здесь рост, но это пока не заработок, да, людей, которые зашли в каких-то уровнях. Это пока фиктивная прибыль. Когда вот вы видите красные свечи, вот там вот они уже фиксируют свой заработок. Я примерно думаю, что вот эта зона, это первая зона сопротивления. Отсюда может быть какая-то проторговка. Следующая зона у нас уровень 55 тысяч. Вот где-то здесь. И если будут хорошие покупки, без паники, то мы можем прийти еще в 66 тысяч. Но на каждом из уровней будет, понятно, накипать эмоции, и на каждом из уровней, возможно, будет большая волатильность. Возможно, какие-то будут плюс-минус зоны, может, я не так четко выставил, но, как вы видите, по первой зоне есть откат цены, и минус 7% при тех плечах, как я уже неоднократно говорю, больших плечах, которые вы устанавливаете, это большой минус. А если цена все-таки вот здесь отсюда пойдет еще ниже, до уровня там 39-62, то тогда это все, это фиаско.
Пока я записывал видео, увидел на канале Пампера информацию про памп валюты SHIB. Вот вы видите. Buy зона 0.27, по продаже в районе 0.42-0.45. Ну, вот 165% якобы благодаря ему эта криптовалюта получила такой рост. Также я периодически смотрел на его открытые ордера. Вы видите здесь большой ордер в лонг и уже плюс 334 тысячи. Это 0.3. Понятно, что интересно было узнать вот сейчас на сегодняшний момент, закрылся ли он после сообщения про окончание пампа и что я увидел. Я уже на канале выставил эту информацию, вот эти 1000 SHIB, и у него их осталось 600. То есть он закрыл эти все позиции, поэтому, скорее всего, пампить он уже дальше не собирается. Все, что будет выше этого значения, это значит, заходят люди, новички. Возможно, цена еще придет какие-то дальнейшие уровни, которые я говорил, но, опять-таки, поддержки, я думаю, от него уже не будет. Но вы торгуете с осторожностью, с маленькими плечами, если вы на фьючерсах, с небольшой маржой, для того, чтобы не потерять свои деньги в первую очередь. И поставьте цель научиться. По поводу криптовалюты FTM, вот у нас как раз он пришел в зоне первой, и здесь откат произошел. У нас есть цели следующие. Это район $3. И дальше при хороших покупках следующая зона 3,5, 3,45. Здесь важно сделать ему отскок от этой зоны, не пойти ниже. То есть сделать отскок от этой зоны, возможно, какая-то проторговка, тут фиксация и движение к следующей зоне. В этом случае мы пойдем вверх. Все остальное может рассматриваться в другом ключе. Выход, допустим, сюда и движение в зону поддержки. И дальнейшее снижение. То есть примерно вот такая вот ситуация может быть. Смотрим дальше, что будет с этой криптовалютой. Я уже свои мысли рассказал по поводу SHIB. То же самое касается и FTM. Пока на 4, допустим, или на день особой коррекции я не вижу. Но локально, как вы видите, есть минус 3%. Я же говорю, смотря какие цели у памперов, которые ее пампят и как они контролируют эту цену. Ну да, мы по ходу должны еще снизиться в эту зону. Зону 0.50, 2.58. 2.58. Тогда бы я написал, ну, примерно вот так вот, наверное. Вот такой исход. Все, я думаю, вы уже устали, не буду дальше записывать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, торгуйте осторожно, соблюдайте риски. Не торгуйте с большими плечами, и все у вас получится. Всем спасибо, всем пока.